Друзья, всем привет! Все, в Германии в среду 9 апреля было подписано коалиционное соглашение. И как только его подписали, как только об этом рассказали СМИ, сразу же начали писать о том, что денежное пособие Бюргергельд вскоре для украинских беженцев будет отменено. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе, друзья. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новую информацию, новые изменения в законодательство, которые касаются украинских беженцев, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, как я уже сказал, 9 апреля 2025 года в среду новая коалиция создана. Союз и СПД договорились о коалиционном соглашении и его уже как вроде бы подписали. Ну, по крайней мере, так пишут журналисты. До самого конца стороны спорили о трех важных вещах. Не могли, значит, согласовать их. Первое это налоги. Второе это пенсии. И третье это миграции. Мы поговорим о миграции. Потому что тема моего канала это мигранты и беженцы. Немецкие средства массовой информации начали писать, что для беженцев из Украины сразу мгновенно, вот буквально там через пару дней произойдут изменения, о которых заявлял, о которых предупреждал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц еще во время своей избирательной кампании. Денежное пособие Бюргергельд больше не будет выплачиваться украинским беженцам. Это первое требование Мерца, которую он публично еще заявил, я скажу так, не только в избирательной кампании, а еще летом 2024 года. Новая коалиция. Мерц хочет отменить Бюргергельд для граждан Украины. Как сейчас видно из коалиционного соглашения, для украинских беженцев произойдет, то есть смена юридического статуса. Ну так пишут журналисты. Что это будет означать в будущем для украинцев, которые прибывают в Германию? Это будет означать то, что они уже не будут получать статус временной защиты, то есть они уже не будут подпадать под директиву Европейского Союза 2001/55 ЕС, а они будут в Германии оформляться как просители убежища, аналогично просителям убежища из стран Африки и Ближнего Востока. То есть их будут оформлять согласно конвенции о статусе беженца. Соответственно, они не будут иметь права получать денежное пособие Бюргергельд. Они будут получать денежное пособие, которое получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Кроме этого, на них не будет распространяться социальные права, которые в настоящее время получили украинские беженцы, которые находятся по временной защите. А это права, напомню, аналогичные, то есть равные права с гражданами Германии. Вновь прибывающие украинские беженцы этих прав получать не будут. Это там огромное различие, сейчас я в видео в этом рассказывать не буду. Итак, это предложение вступит в силу уже с 1 апреля 2025 года. То есть вот уже человек завтра приезжает в Германию, и по идее он уже не должен будет получить временную защиту, он уже должен будет подавать ходатайство о предоставлении убежища. Таким образом, коалиция хочет решить две проблемы. Первая проблема, одна из важных проблем, и она на первом месте, ее выделяют и политики, и чиновники. Они думают, что как можно больше украинских беженцев, которые находятся уже в Германии по временной защите и сидят на денежном пособии Бюргергельд, эта категория как можно в большем количестве будет устраиваться на работу, то есть на немецкий рынок труда. Это первая цель, вот такого решения. Почему? Потому что в настоящее время в Германии проживает 1 250 000 украинских беженцев, из них 300 тысяч трудоустроено, из этих 300 тысяч 130 тысяч трудоустроено на полный рабочий день, остальные работают частично, а 900 тысяч проживают в Германии и получают денежное пособие Бюргергельд, то есть они нигде не работают. И такая ситуация немецким властям не нравится, и Мерцу в том числе, поэтому они хотят это изменить. И надеясь, приняв такое решение, они думают, что они это
поменяют. Вот как вы думаете, друзья, напишите свое мнение. Будут устраиваться украинцы на немецкий рынок труда из-за вот такого решения? Или дальше будут продолжать находиться в статусе безработного и получать от джоб-центра денежное пособие Бюргергельд? Вторая задача — это снизить социальные расходы. То есть я уже рассказывал в своих видео о том, что огромная дыра в размере 25 миллиардов евро в Германии, в федеральном бюджете. Она с 2024 года перенеслась на 2025. Никто ее не, скажем так, условно залатал, да, эту дыру, не заделал. Этот дефицит не был устранен. Значит, и сейчас команда пошла чиновникам, ведомствам разным, то есть искать какие-то моменты, какие-то программы, которые можно сократить для того, чтобы заполнить эту дыру социальную. Ну и вот, конечно же, денежное пособие Бюргергельд, они считают, что это как одна из альтернатив, да, для того, чтобы можно было в этом плане сократить. Почему? Потому что еще огромный запрос немецкого общества на справедливость тоже присутствует, потому что немецкие граждане уже по многим опросам социальным, да, которые проводили исследователи немецкие, они считают, что это несправедливо. На каком основании приехали чужие граждане, да, вы приняли чужих граждан и вы дали им социальные права точно такие же, как и получают граждане Германии. Те, которые по 30 лет, по 40 лет там работали, по 15 даже лет. На каком основании они получают точно такие же социальные права, как и граждане Германии. И по опросам более 75% граждан Германии, они хотят, конечно же, чтобы правительство справедливо этот вопрос решило. Потому что они считают, что это абсолютно несправедливо. Ну, я точно так же считаю. Ну, на каком основании? То есть, да, понятно, вопросов нет, надо помочь, но уравнять в социальных правах с гражданами Германии людей, которые, даже некоторые из них не знают, где на политической карте мира находится Германия, ну, я считаю, что это тоже неправильно. Понятно, что немецкие граждане в большинстве своем придерживаются такого же мнения. Мерц точно так же считает, что это неправильно и что нужно, чтобы наступила справедливость. Да? Поэтому они и сделали таким образом. Но опять же, это касаться будет не всех украинских беженцев. Те, кто уже имеет временную защиту, те, кто уже получает денежное пособие Бюргергельд, они и будут дальше продолжать его получать. Никто у них его забирать не будет. Это касается только вновь прибывающих граждан Украины, которые еще, скажем так, временной защиты не оформляли, не получали. То есть это все будет касаться тех, кто, вот, ну, как я сказал, с 1 апреля 2025 года будет въезжать на территорию Германии. Теперь давайте я вам расскажу вкратце о размерах денежных пособий, которые будут получать вновь прибывающие, значит, в Германию граждане Украины, которые будут уже просить убежище. Да? Значит, с 1 января 2025 года беженцы, которые не проживают в совместном жилье, будут получать 441 евро в месяц. Сейчас напомню, Бюргергельд для одиночных, да, граждан составляет 563 евро. То есть по сути, да, там, ну, больше чем 100 евро будут получать меньше, там, не намного, на 120 евро меньше. Пары, которые проживают в квартире, да, или просители убежища, которые проживают в коллективном жилье, будут получать 397 евро. Сейчас получают 502 евро Бюргергельда. И взрослые юноши и парни до 25 лет, которые не состоят в браке, но еще продолжают жить со своими родителями, будут получать 353 евро. Сейчас они, по-моему, получают, если я не ошибаюсь, поправьте меня, 380 евро. Вот так. То есть, как мы видим, как я уже говорил в своих предыдущих видео, то есть пособия, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, отличается от денежного пособия Бюргергельд в размере там меньше на примерно от 80 до 110 евро. Вот и все, вот и вся разница. Да, там еще есть вопросы по медицине, потому что беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, они не получают, не имеют такого доступа
к медицине, как украинские беженцы, которые находятся на 24 параграфе, да, но пока вопросы по медицине никто не задает, ну, по крайней мере, о них не пишут средства массовой информации. Когда будет это коалиционное соглашение опубликовано, мы будем видеть, что там конкретно можно будет почитать, тогда, конечно, мы будем это видеть, и тогда я уже сниму об этом отдельное видео. Пока вот имеем ту информацию, которая поступила сегодня из немецких СМИ. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.